Всем привет, друзья! Всем хорошего настроения. Вот такой же солнечной погоды после длинных дождей, как это было у нас. Сегодня в ролике хочу вам рассказать, что я все-таки решился доработать подушку двигателя, потому что, по предыдущим роликам, где я там вскрывал ГРМ, я также там показывал подушку, и кто-то в комментариях мне написал, что, якобы моей правой опоре двигателя уже капздец. Если ты смотришь это видео, я хочу тебе сказать, что ты был прав, да, подушки стало реально капдец. В плане того, что, реально уже на пробеге 50 тысяч, даже, наверное, и раньше, при заводке автомобиля чувствовал это прыгучесть, то есть на холодную, когда заводишь автомобиль, он реально прыгал как сайгак, все это тряслось, все это бесило. Также, помимо этого, появилась некая вот эта вибрация, вернее глухие стуки, да, то есть если ранее у меня, я рассказывал, появился непонятный скрип, стук, это скрипела правая подушка двигателя, она у многих скрипела, и все знают, что мы ее обрабатывали силиконовой смазкой и забывали про этот скрип, да, стук, то стук вылечился только сейчас, ребята, поверьте, то есть скрип только силиконовой смазкой. И, значит, я доработал подушку двигателя. Сейчас дальше по ролику смотрите. Я сделал небольшие кадры, наброски, весь процесс, как это все делал. Сразу говорю, не судите строго. Делалось все не на профессиональном каком-то уровне, а на любительском уровне. То есть я на камеру снимал, прикидывал. И для вас заодно и записал. Также заранее хочу сказать, после доработки подушки двигателя, что именно я сделал? Да, все просто. Я просто взял и убрал эти зазоры у отбойников подушки. То есть внутри подушки есть два отбойника. Да, и еще с верхней стороны. Получается, когда двигатель свешивается на отбойниках, у отбойника внутри подушки появляется сверху зазор и по бокам. Как это проявлялось? А вот элементарно, когда вы включали первую, вторую передачу, да, трогаетесь, и если не получается плавно отпускать сцепление, слышался этот стук, да? Стук отдавался именно на кузов. Это били подушки, отбойники правой опоры двигателя. У меня сейчас все это прошло, двигатель заводится теперь очень аккуратно, чище, без вот этой болтанки. Сейчас покажу по кадрам теперь, как работает двигатель. Он практически вообще стал работать без каких-либо вибраций, да. Не придумывайте ничего, если вам придет в голову сказать, что появилась отдача на салон. На салон отдачи никакой нету. Единственное, что теперь, да, двигатель слышится немного иначе. То есть на повышенных оборотах появилась дрожь. Но это уже, она такая незначительная, что вы ее не заметите, потому что, сейчас подушка прибьется, притрется у меня, и появится, все восстановится во свои места, но только уже будет получше. А теперь смотрите дальше, покажу работу двигателя, и дальше смотрите, как это я все там сделал. Так, у нас вот он. Вот можете наблюдать. То есть вон по проводам можете увидеть, что вибрации никакой нет вообще. Подушка сохранила свою работоспособность, но стала жестче. Изменения только видите, вот появились два болтика, и вот она сама, собственно, пластина торчит. Это уже моя косорукость рук. Теперь смотрите, как я дальше это все делал. Вот никакой вибрации. Улучшение есть намного, причем. Да, сейчас все выкладываешь. Так, что у нас тут получается по зазорам? Подушка уже с этой стороны имеет сколько тут? Так, миллиметр два. С этой стороны уже пробой. И с верхней, да? Так, стой секундочку. С верхней в ненапряженном состоянии. Зазора нету. Но когда подвешиваешь движок, давит, он появляется тоже зазор. В результате при заводке, блядь, подушка вся прыгает. Поэтому сейчас возьмем пластину, подогнем.
И поставим ее по ее же ширине, чуть меньше, чтобы за края не выступало. И получается только верхний отбойник и боковой закроем. Так, вот как-то так. Надо сейчас еще обработать заготовку хорошо. Вырезана такая заготовка из алюминиевой пластины. Так, шириной где-то, ну, 1,2, 1,3. Значит, каким образом она будет вставлена? Вот так. Вот так я ее вставлю, чтобы сделать жестче отбой в верхнюю часть, потому что когда прицепляем движок, подушка под тяжестью садится вниз и появляется зазор в верхней части отбойника. И убрать вот этот вот зазор. Подушка, по идее, должна стать как новая. И даже еще немного стать жестче на вибрации. Да, возможно, как вариант, будет отдаваться на кузов. Но уже надоело то, что когда заводишь, машина вся прыгает как сайгак. Поэтому мы вот так это сейчас все ставим. В принципе, размеры несложно. Она сделана тоже так же по ширине. Единственное, что где-то, ну, миллиметра на 2 я сделал короче, чтобы спрятать ее вовнутрь. Ну, ход вы сам видите у нее. Вон где. Знаю, что некоторые поставляли и здесь пластины, но мне с одной стороны достаточно будет. И сделать самое главное верхнее усилие, чтобы подушка была намного жестче. Потому что делать только с двух сторон нету смысла. Вверх она тоже должна как-нибудь усиливаться. Так, вдруг кому пригодится, значит, ширина пластины 5 сантиметров. В сантиметрах вам все расскажу. Так, значит, общая длина пластины, если здесь 7,5, здесь у меня 5,5. Итого получается 13, да? Подожди, когда здесь 7,5, здесь 5,5. 13, что ли, считаете? Да, 13 сантиметров общая длина. Значит, подогнул я, отчитал 7,5 с этой стороны, и здесь 5,5 получается. Но я сделал немного полууглы. Вообще, в идеале, конечно, ее гнуть надо было мне на трубе, чтобы попасть. Поэтому, если вдруг кто тут будет заморачивать, то гните ее обязательно на трубе, на 20-й железной. Чтобы она прям здесь, в этом месте, зашла у вас идеально. Так. Вот, смотрите, все, подушка. Она все уже вся износилась у меня, поэтому, ну, брать новую нету смысла, потому что еще это неплохая. У нее нигде там видимых трещин нигде нет. Единственное, что у нее вот эти зазоры стали большие. В общем, как-то так. Сейчас буду вставлять. Конечно, в идеале было бы сделать дырки на клепочнике, но у меня клепочника нету, к сожалению. Я его просто сейчас на болтики посажу, покажу вам. Так. Ну, тут у нас тоже вариант подходит. Если не сильно. Да, но теперь у нас другой вариант есть. Вот такую поставить пластину. Сейчас мы ее обработаем, отточим, да. Получается, вообще со всех сторон ее усилим. Да? Она у нас прям, она со всех сторон прям усилится. Все. И она прям по ее, тут смотри, ширине. И все, и как раз даже не надо длинную, потому что вон видать место, где рабочая часть именно. Вот эти рабочие части, главное, пластина закрывают, и все. Сейчас будем вот ее ставить. Так, ну все. Вот мы ставили пластинку. Пластинка, в принципе, пластинка где-то, сколько тут у нас? Так, да, миллиметр, ровно миллиметр. Пластинка, это тоже такая же
Получается, мы сверху где-то миллиметр запихнули. И по краям 2. Ну, как раз равный износ. Вот она у нас как теперь будет выглядеть. Просто буква П. Значит, мы сейчас теперь только здесь одну дырку сделаем, затянем. И здесь 2, и он хер куда вот денется у нас. Не, никуда не денется. Как получилось она? Немного по-колхозански. Но нам пойдет. Просверлили мы 2 болта. В идеале, конечно, клепочником. Клепками. Но в нашем случае клепок не было. Взяли картышами, болтиками посадили. Кто если надумает сказать, то резинка она не достанет отсюда. У нее получается вот здесь ребро. Вокруг она в пределах примерно 0,5 миллиметров ходит, не больше. Так, получается сверху, вот снизу. Вот теперь даже здесь ее тяжело провернуть. Теперь будем пробовать ставить. Так, вот теперь. Короче, букву S ставили, мы и вырезали по ней пластинку. Пластинка миллиметровая. С этой стороны, в общем, вот так как-то она. Теперь вот так она как-то выглядит. То есть, вдруг захочет, в идеале еще можно было здесь просверлить, проклепать. Но она и так никуда не денется уже. Теперь будем ставить. Так, господа, вот я еду. Я просто офигеваю. Пропало бухание вообще. То есть после замены стабилизатора на новый образец они приутихли, стало намного комфортнее собраны. То теперь вот да, вот я сейчас еду по такой дороге, ну реально стало вообще тихо впереди. Ну вот хотите верьте, хотите нет, но реально бухание пропали. Вообще передняя подвеска стала намного комфортнее. Намного собраннее. Вот даже вот еду сейчас на второй, да, трогаю, газ, тормоз, то есть, ну, хватает прям четко, более какой-то есть такой спортивный интерес, что ли, в нем появился, более сбитая она стала. Ну, реально, до доработки подушки двигателя было как-то все, ну, бесило, непонятные бухание, вот этот скрип подушки, да, вот эта вибрация, да, дергание, то есть дергался не только сам, ну, чувствуется, что сцепление дергается, да, то есть демпферные пружины на ведомом диске. Ну и вот это, видать, подушка сама тоже била и добавлял вот эти поддергивания. Сейчас, ну, стало намного круче. В общем, хотите верьте, хотите нет. Чтобы это понять, почувствовать, надо тоже так же сделать, как сделал я. А там как хотите. В заключение ролика, ребята, о чем вам хочу сказать. Изменения есть, причем они очень заметные в лучшую сторону, в плане того, что автомобилем стал управлять намного комфортнее, потому что переключение передач, да, именно в городе, в городских условиях, в узких дворах, да, пропала у меня эта расхлябанность. Борюсь я, пытаюсь, не спорю, довести до ума этот автомобиль. Ну, тут еще дело усложняется тем, что все-таки эта машина у меня работяга, эксплуатируется в режиме такси, что там говорить. Сами понимаете, что, ну, в любом случае машина здесь у меня будет ушатываться, изнашиваться, все это будет раздалбливаться. Но в любом случае я стараюсь поддерживать ее состояние в более-менее хорошем состоянии, потому что вожу ее сам. Значит, что еще хотел добавить отдельно, ребята. Может, мне это кажется, но хотите верьте, хотите нет. Вот за счет того, что я здесь поменял стабилизатор, да, по гарантии на стабилизатор нового образца, да, уже с вулканизированными втулками, да, усилил эту подушку двигателя. У меня вообще, ребята, пропали все бухания и все стуки в передней подвеске. Не знаю, как это все повлияло. Да, кстати, когда будете вставите пластинку, если кто надумает усиливать, да, не забудьте обработать ее также очень тщательно силиконовой смазкой со всех сторон. Значит, стуки все пропали, машина стала сбитая очень. Все знают, да, что такое, когда сбитый автомобиль. Собрана.
Вообще никаких посторонних стуков. Оказывается, это все-таки я вам скажу, что вот эта подушка сверху, то есть в верхней части отбойника, в внутренней части, появляется зазор. Он отдает на корпус. Хотите верьте, хотите нет. Потому что двигатель давит, у отбойника появляется зазор. Дороги в России оставляют желать лучше. И получается, отбойник бьет об сам корпус подушки, а та передает на лонжерон и, соответственно, в салон. Так что, ну, надо компенсировать эти зазоры, и как бы следствие, ну, стало вообще четко, потому что, ну, реально стало намного приятнее ездить, сбито, ты спокойно ездишь, отпускаешь газ, тормоз. То есть есть вот эти поддергивания у меня, естественно, как у вас, у некоторых, кто-то скажет, что нет, есть поддергивания, толчки, но они здесь стали намного теперь приятнее, мягче, главное. Пропали вообще абсолютно все стуки и звуки. И теперь, чтобы здесь до ума теперь и довести, сделать плавность, да, эластичность движка, вот эти, устранить все эти поддергивания, да, вот эти. И я уже грешу на то, что, скорее всего, надо будет здесь менять мне прошивку. Кто знает какая, напишите обязательно в комментарии. А так, в общем, нечего рассказать, ребята. Я не такой грамотей, с дикцией сразу говорю, не дружу. Как смог, вам рассказал. Улучшения есть, особенно это усилить подушку понравится тем, кто любит драйвы погонять, да, кому нужны резкие переключения, то здесь вы почувствуете разницу, и вам это будет только плюсом. Гитару нижнюю нету смысла трогать, и левую подушку двигателя тоже нету смысла трогать, потому что они там по конструкции другие, ну и вес они другое держат, потому что, на мой взгляд, левая часть двигателя намного тяжелее, как-никак там коробка висит, а с правой стороны ничего не висит. Так что как-то так, мужики. Не хочу больше что-то вам говорить, придумывать что-то, рассказывать. Потому что сразу вот как решаете проблему. Вот эти скрипы, стуки с правой стороны подушки двигателя, вот как в моем случае. Ставьте лайк, дизлайк, пишите коммент, все, что вы думаете. Подписка ваша, это на ваше усмотрение. И всего доброго и хороших вам дорог.